Яма в земле, покрытая листьями и песком. Вот последнее прибежище Саддама Хусейна. Отсюда диктатора вытащили американские военные после его свержения в декабре 2003 года. Участник операции рассказывал. Они окружили то место, на которое указал информатор, бросили в яму светошумовую гранату и услышали, как кто-то говорит по-арабски. Наружу высунулись 2 руки. Потом показалась копна волос. Brian, what did the individual say? What did Saddam Hussein say when he surrendered? Sir, he said that I'm. Step forward, please, sir. Can you speak up? He said that I'm Saddam Hussein. I am the president of Iraq, and I'm willing to negotiate. And then the response from U.S. soldiers was President Bush sends his regards. То был грязный, изможденный, обросший бородой старик. Он перешел на английский и сказал, что он президент Ирака и готов к переговорам. Но к тому моменту американская армия уже давно захватила Ирак. У Саддама был пистолет Glock 18, и другой член отряда влепил Саддаму пощечину и отобрал оружие. Видео падающих по всей стране статуй Саддама увидел весь мир. Каждый, кто смотрел в нулевые телевизор, знает, кто такой был Саддам Хусейн. То был иракский диктатор, решавший политические проблемы развязыванием войн и внутренними репрессиями. Да, когда-то он вытащил Ирак из нищеты, но за 24 года правления довел страну до нищеты еще больше. Сегодня поговорим о Саддаме Хусейне. Каким он был, как получил власть и как этой властью распорядился. В 1980 году иракцам было за что любить Саддама. За каких-то 7 лет он сделал Ирак одним из самых развитых государств арабского мира. Причиной бурного расцвета стала национализация нефтяной отрасли при прямой поддержке СССР. До этого все деньги от нефтяного экспорта в стране уходили иностранным концессиям США, Франции и Англии. Эти страны вывозили нефть из Ирака за бесценок. Нефть – это дар Аллаха арабской нации. Он призван покончить с веками бедности, отсталости и рабства. Мы поднимем уровень жизни, преобразуем нашу жизнь полностью. Мы пробудимся, чтобы противостоять всем угрозам извне. Нефтяные доходы хлынули в казну бедной аграрной страны. Эти деньги Саддам Хусейн направил на строительство в городах водопровода и канализации, на сооружение новых автомобильных дорог и электростанций. Саддам реформирует экономику и социальную сферу, механизирует сельское хозяйство, создает систему всеобщего и бесплатного светского образования, строит школы и университеты. Пытается бороться с безграмотностью, в том числе с женской. При Саддаме в те годы женщины могли учиться не только в школах, но и в вузах, заниматься научной работой, выбирать любую профессию. В Ираке появляются больницы и поликлиники с новейшим оборудованием. К началу 80-х уровень жизни в Ираке становится одним из самых высоких на Ближнем Востоке. Многие политики во всем мире считают Саддама гением, творцом экономического чуда. Еще в детстве Саддаму внушили, он должен стать национальным героем. Сделал это его дядя Хайраллах Тюльфах, офицер и иракский националист. В 1947 году он вышел из тюрьмы, куда попал за участие в антибританском восстании, и забрал 10-летнего племянника Саддама к себе. До того Саддам Хусейн Абл аль-Маджид ат-Тикрити жил в нищете. Родился в 1937 году, отец его умер еще до его рождения, а отчим был крайне жесток. Он избивал маленького Саддама, заставлял его воровать, не давал ходить в школу. Даже ботинки для Саддама были роскошью. Дети в деревне дразнили его безотцовщиной. Брат матери Саддама, тот самый Хайраллах, всерьез взялся за воспитание мальчика и дал ему возможность получить образование. Спустя годы, уже в роли лидера Ирака, Саддам отблагодарит дядю, сделает его мэром Багдада, будет закрывать глаза на чудовищного размаха воровство и насаждать культ личности Хайраллаха наряду с собственным.
Ну а во времена детства и юности Саддама в доме Хайр-Аллаха нередко бывал армейский офицер Ахмед Хасан Аль-Бакр. 17 июля 1968 года, после Великой революции, он стал президентом Ирака, сделав Саддама Хусейна вторым лицом в республике, своим заместителем и преемником. Джуман Куба, писательница, жившая в Ираке в 70-е годы, описывала то время в одной из своих книг. Мы писали сочинения только о революции и партии. Если на уроке рисования ты создал шедевр, но он никак не был связан с революцией 17 июля 1968 года, ты не получал хорошую оценку. На деле же Великая революция была обычным путчем, причем далеко не первым в тогдашней иракской политической истории. Но этот путч привел к власти Аль-Бакра, а вместе с ним и Саддама, который уже в 20 лет, в 1957 году, стал членом социалистической партии Баас. Ее полное название – Партия арабского социалистического возрождения. Отделения партии Баас возникли сразу в нескольких арабских странах и существуют по сей день. А ее идеология предусматривает стремление к объединенному, однопартийному, социалистическому, панарабскому государству. Но Саддама идеология волновала мало. Поначалу вся его политическая деятельность сводилась к уличным дракам. Вместе с группой одноклассников он избивал противников Баас. Но 7 октября 1959 года партия Баас устроила покушение на главу государства, генерала Касима. И тогда Саддаму дали важное задание – прикрывать нападающих. Однако он переволновался и начал стрелять прежде времени. Покушение провалилось. Кто-то из его соратников был убит, другие схвачены. Саддаму же удалось сбежать. Сам Саддам Хусейн рассказывал о тех событиях примерно так. Он был ранен в ногу и 4 суток, истекая кровью, скакал на верном коне к границе. Затем звездной ночью переплыл Тигр и бежал в Сирию, а затем он оказался в Египте, где поступил в старшую школу, а после и на юридический факультет Каирского университета. Вернулся он только после того, как баасисты в 1963 году устроили военный переворот и убили Касима. Затем были годы жесточайшей политической и внутрипартийной борьбы. Партия Баас то брала власть, то теряла, становясь нелегальной. Ее раздирали внутрипартийные склоки, но в 1968 году после очередного переворота ей удалось прийти к власти окончательно. Саддам получает должность заместителя нового президента, друга его дяди Ахмеда Хасана Аль-Бакра. Он выглядит скромным и лояльным функционером, занимается организаторской рутиной и вопросами госбезопасности. И при этом потихоньку начинает избавляться от всех, кто ему мешает. Смещает премьер-министра Ан-Наифа. Саддам посылает его полномочным представителем в Марокко, сопровождая к самолету под дулом пистолета. Разворачивает репрессии, фабрикует заговоры, устраивает чистки среди чиновников и партийцев. Он стравливает соратников между собой и так устраняет конкурентов. Но даже старым друзьям Саддам не верит. Он может избавиться и от них, причем тихо, безо всяких трибуналов. Человек просто погибнет в результате некоего преступного нападения. Так секретная служба расправляется со всеми, кто казался Саддаму угрозой. Саддам не просто отдает приказы, но и лично приезжает в тюрьмы и концлагеря, чтобы пытать заключенных противников партии. Шеф разведки в то время был моим другом. Однажды он мне рассказал, что они установили у себя новый бассейн с кислотой. Саддам пришел в эту камеру с телохранителями, привели заключенных, генералов, политиков, подвесили их за волосы и макали туда, в кислоту. Саддам курил сигару и смеялся. Пытали шиитов и курдов, пытали суннитов, пытали простых людей и высокопоставленных чиновников. Причем пытки не были каким-то ограниченным по времени эпизодом. Не были пиковым периодом репрессий. Нет, такая практика была распространена все время, пока Саддам был у власти. В саддамовских тюрьмах было все, о чем представляешь, когда говоришь слово «пытка». Использовали электрошокер, клещи, дрель. Отрезали уши, насиловали женщин на глазах у мужей. Узники описывали свои камеры как дыры с полчищами червей и насекомых. А за патрон, которым убивали заключенного спустя месяцы пыток, его семье приходилось выкладывать месячную зарплату. При этом на стороннего наблюдателя Саддам умел производить впечатление адекватного человека. В 70-х лидером США и СССР Саддам виделся перспективным политиком, на которого можно положиться. Американцы восторгаются харизмой Хусейна, даже называют его «наш сильный парень в регионе». В 1972 году Ирак и СССР подписывают договор о дружбе и сотрудничестве.
Договор этот как раз и позволил Саддаму национализировать нефтяную отрасль и дать иракцам все социальные и экономические блага. Народ искренне любит Саддама, но ему этого мало. Он хочет доказательств абсолютной преданности. Каждый день перед началом уроков у нас была линейка. Мы пели песни, прославляющие партию, президента и вице-президента. За нами строго наблюдали. Если не поешь или плохо знаешь слова, к родителям могли прийти и устроить большие неприятности. На следующий день после любой речи Саддама каждый из нас должен был знать, о чем он говорил. Если кто-то не мог ответить, его высмеивали, а родителей могли заподозрить в том, что они враги. Сверхдоходы льются в казну Ирака. Но Саддам тратит деньги не только на строительство школ и завоевание народной любви. Он готовится к войне. Президент Аль-Бакр передает Саддаму все больше полномочий, а в 1979 году уходит в отставку, якобы по болезни. Поговаривают, что он под домашним арестом. Саддам Хусейн становится президентом Ирака, генеральным секретарем партии. Через 5 дней он проводит генеральную чистку. Прямо на съезде партии называет имена тех, кого считает предателем. بدن فاضل ماجد عبد الستار سلمان داوود نجرس وليد صالح محمد 66 человек выводят из зала, и они навсегда исчезают. Теперь внутри страны власть Саддама абсолютна. Самое время распространить ее вовне. Следующая цель Саддама – Иран. Там только что победила исламская революция, которая привела к власти религиозных фанатиков. Во главе страны встал Аятолла Хамейни. Чтобы понять происходящее, надо сделать отступление. В исламе есть два главных течения – сунниты и шииты. И в Ираке, и в Иране большинство населения шииты. И во главе Ирана встали шииты-фанатики. Баас же – суннитская партия, партия меньшинства в Ираке. Шииты-фанатики для них чуть ли не природные враги. Мало того, иранский аятолла поддерживает подпольную шиитскую группировку, которая устраивает покушения на иракских чиновников. Это первая причина грядущей войны. Другая же причина – нефть. Саддам поглядывает на богатую нефтью иранскую провинцию Хузестан, где большая часть населения – арабы, а не персы, которые являются этническим большинством в Иране. Также Саддама интересует восточный берег реки Шат-эль-Араб. Чтобы продать народу грядущую войну, Саддам начинает разрабатывать для нее идеологическую базу. Мэр Багдада Хайраллах Тюльфах, тот самый дядя Саддама, выпускает памфлет, который историки считают чем-то вроде арабского «Майн кампф». Памфлет называется «Три существа, которых Аллаху не следовало создавать – персы, евреи и мухи». Персов Хайраллах называет животными, которых Аллах создал в обличии людей. В сентябре 80-го года иракская армия вторгается в Иран. Сейчас прервемся на небольшую рекламу. Посмотрите, не перематывайте, пожалуйста. США – это страна возможностей. Первая экономика мира. Одна из лучших стран для ведения бизнеса. Вот только переехать туда не так просто, как часто это рисует реклама. Одна ошибка иммиграционного адвоката, и вы потеряете время, лишитесь денег, заветной визы, а может и близкого человека, который не сможет переехать вместе с вами. Подобная ситуация случилась с российским предпринимателем Алексеем Пудовым, который из-за ошибки адвоката при подготовке визы в США потерял жену. Поэтому Алексей создал собственную компанию «Мигратор», где с иммиграцией помогают только опытные лицензированные адвокаты. С ними вы сможете переехать в США легально и без проблем. А если у вас нет нужных критериев для получения визы, специалисты так вам и скажут до заключения договора. По какой программе вы бы не хотели переехать, будь то политическое убежище, рабочая виза, визы инвесторов, талантов или предпринимателя, вам понадобится помощь иммиграционного адвоката. И огромный плюс, если такой специалист может говорить на вашем родном языке. В «Миграторе» работают русскоязычные адвокаты с опытом от 10 лет. Они не только подберут вам подходящий тип визы, но и окажут полную юридическую поддержку, чтобы вы точно смогли переехать. А для моих подписчиков компания предлагает специальные условия. Гарантия результата будет прописана в договоре. Если специалист «Мигратора» на бесплатной консультации вам скажет, что вы под критерии визы подходите,
и компания готова взяться за ваш кейс, значит петицию точно одобрят, ну или сервис вернет вам все деньги в полном объеме. Записаться на бесплатную консультацию вы можете по ссылке в описании. Эмигрируйте без проблем и с комфортом. Продолжим. Так вот, иракцы вторгаются в Иран. Иранцы останавливают наступление. Хомейни использует религиозную пропаганду, призывая людей на священную войну. Тысячи людей идут добровольцами, что позволяет иранцам буквально завалить противника телами. Атака волнами, так они называют эту тактику. Многим солдатам нет и 14. Война продлится 8 лет. За первые 2 года Ирану удается освободить свои территории и самому перейти в наступление. Теперь иранцы вторгаются в Ирак. Боевые действия заходят в тупик. Начинается война на истощение. Хомейни никак не соглашается на перемирие. Саддам начинает бомбить иранские города. Иран отвечает тем же. Гибнут мирные жители. В общей сложности за годы войны их умирает около 20 тысяч. Ирак также бомбит танкеры с нефтью, заходящие в иранские порты, заставляя Иран сокращать нефтяной экспорт и снижать цену на нефть. Обе стороны не гнушаются использовать химическое оружие. Чтобы продолжать войну, Ираку нужно больше нефти. Ее много на севере страны, в Киркуке. Но там живут курды, которые недовольны политикой Саддама. Они стремятся к независимости и постоянно поднимают восстания, что мешает добыче нефти. Поэтому Саддам принимает решение зачистить курдские земли и заселить их арабами. Так начинается Анфаль. Это слово для курдов значит то же, что для евреев Холокост. Иракские солдаты вывозят из курдских деревень мужчин старше 15 лет. Иногда забирают также женщин и детей. Всех их убивают или отправляют в концлагеря, где тех ждет та же участь. Деревни разрушают. Из 5000 селений курдов 4000 стерты с лица земли. Эту специальную операцию проводит двоюродный брат Саддама, Али Хасан Аль-Маджид. Он придумывает простое решение курдского вопроса. Почему бы не сбрасывать на курдские деревни и города химические бомбы? «3 мая 1988 года 18-летний Мустафа Исмаэль возвращается домой, когда на его деревню, Гаптапа, сбросили 16 химических бомб. Он хорошо запомнил зеленый ядовитый туман, стелившийся по переулкам среди глинобитных домов. Помнил, как его мать, маленькие братья и сестры пытались выбежать со двора, а одна из бомб упала рядом с их домом. Но дети просто падали на землю лицом вниз и умирали. Я видел все хуже, весь дрожал и дышал с трудом. Лицо распухло и болело. Сестра отвела меня на вершину холма рядом с деревней, а потом пошла искать остальных членов семьи. Вот больше я не видел ее живой. 300 жителей деревни и 9 из 13 членов семьи Мустафы были мертвы, а двоюродный брат Саддама Хусейна за подобные методы получает прозвище «Химический Али». По подсчетам международных организаций, в результате геноцида курдов погибло более 180 тысяч человек. 700 тысяч прошли через так называемые образцовые поселки – иракские концлагеря, где заключенных держали в бараках как стадо. Их скудно кормили, давали мало воды и постоянно избивали. Многие умирали от голода и жажды. Но такие меры не приближали Саддама к победе. Он не понимал, как ему выйти из войны с Ираном и как обставить все так, чтобы выход этот казался не бегством, а победой. В том же 1988 году Ирак развивает успешное контрнаступление. Ему удается вытеснить иранцев с территории Ирака. Сил на развитие наступления уже нет. Ирану тоже воевать нечем и неким. Саддам предлагает мир, и Хомейни соглашается. 8 лет войны и около 1 миллиона жертв. Все заканчивается на тех же границах, на которых и начали. Успешное контрнаступление, однако, позволяет Саддаму продать иракцам великую победу. На деле же Иран и Ирак просто вернулись к прежним границам, потеряли по 1,3% населения и нанесли друг другу огромный экономический ущерб. Но Саддам заставляет людей верить в успех. В честь провозглашенной им победы в Багдаде возводятся парные арки – мечи Кадисии.
Бронзовые руки держат мечи из нержавеющей стали, скрещенные на высоте 40 метров. Руки сделаны по гипсовым слепкам кистей Саддама Хусейна. Отпечатки на больших пальцах также скопированы с рук Саддама. На сталь для мечей идет в переплавку трофейное иранское оружие. Культ личности Саддама процветает. В его честь называют мечети, аэропорт, район Багдада, центр искусств, школы и города. Памятников, бюстов и портретов столько, что иракцы шутят. Население Ирака можно умножать на 2, ведь на каждого жителя приходится по портрету Саддама. Портреты висят не только в учреждениях, но и на улицах, в магазинах, красуются на наручных часах и брелках для ключей. Каждый 10-й кирпич, необходимый для восстановления древних построек Вавилона, отмечается именем Саддама. На радостях от Великой Победы Саддам решает вторгнуться в другую страну – Кувейт. Причин да уж банальна. Война с Ираном велась в немалой степени на заемные средства. Ирак задолжал Кувейту 14 миллиардов долларов. Взять их было неоткуда, ведь цены на нефть в конце 80-х рухнули. Саддам же и не думал возвращать эти деньги. По его мнению, эти деньги можно было бы считать благодарностью арабских стран за то, что он защитил их от иранской экспансии. Когда Кувейт отказался простить Ираку долг, Саддам решил, что война – лучший способ избавиться от кредитора. В ночь на 2 августа 90-го года вторжение началось. Армия Кувейта не смогла сдержать противника, и уже к вечеру столица оказалась под контролем Ирака. Эмир Кувейта и часть армии спаслись на территории Саудовской Аравии. В течение нескольких месяцев Совет Безопасности ООН принимает резолюцию за резолюцией, требуя от Ирака немедленно вывести войска из Кувейта. На Ирак накладывают санкции. В ответ Саддам помещает под арест граждан, накладывающих санкции стран, делая тех заложников. 29 ноября того же года ООН понимает, мирно договориться не выйдет. Саддаму ставят ультиматум. Либо он в течение 1,5 месяцев выводит войска из Кувейта, либо страну освободят военным путем. Саддам ультиматум отвергает. Тогда войска международной коалиции во главе с США, всего 800 тысяч человек, выступили против 500 000 иракских солдат. Операция называлась «Буря в пустыне», и первым ее этапом стала серия мощных авиационных ударов по всей территории Ирака. Били по заводам, военным и гражданским, по пусковым установкам ракет, по военным складам и мостам через Эфрат. Авиация делала по 700-800 вылетов в сутки. Ирак позже сообщит о 2200 погибших гражданских. Затем началась наземная операция. Мосты через Ефрат разрушены. Благодаря этому союзники блокируют часть иракской армии южнее Багдада, не давая им пройти в центр страны. 26 февраля столица Кувейта освобождена. Ирак прекращает сопротивление по всему фронту. Как только Саддаму стало ясно, что из Кувейта придется уходить, он отдал приказ о минировании нефтевышек. Сразу после начала вторжения международной коалиции иракские войска начали поджигать нефтяные скважины, взрывать резервуары и нефтедобывающие центры. Не добившись победы, Саддам мстит Кувейту и в итоге провоцирует одну из тяжелейших природных катастроф за всю историю человечества. Шлейф дыма над горящими скважинами тянется на 1300 километров. Летом на территории полуострова шли черные дожди. До конца потушить все нефтяные пожары удалось лишь к ноябрю 91-го. В последние дни, вернее даже часы войны в Персидском заливе произошло событие, которое вызвало сочувствие к агрессору в мире. Речь о так называемых «шоссе смерти» – 2 дорогах, по которым армия Ирака отступала из Кувейта. В ночь с 26 на 27 февраля авиация США и союзников нанесла массированный удар по колоннам отходящих иракских войск. Вот фотографии, сделанные на следующее утро. Обломки почти 2000 единиц техники. Неизвестное количество погибших. Почему после всех этих ужасов и после успешной операции в Кувейте США не вторглись в Ирак тут же и не свергли режим Саддама? Ведь, казалось бы, так всем будет лучше. Перестанут пытать и убивать, репрессированные выйдут из тюрем, со страны снимут санкции,
Вроде и население должно быть в таком заинтересовано. Но Джордж Буш-старший предвидел, что после падения режима Саддама Хусейна в стране усилится влияние шиитов, а значит Ирана и религиозных фундаменталистов. И Америке придется иметь с этим дело. По всей видимости, Буш-старший считал, что иракцы сами справятся с Саддамом. Сразу после того, как Кувейт был освобожден, на юге Ирака восстали шииты, на севере – курды. Повстанцы захватили 13 провинций из 19. И сразу же после заключения мира Саддам перебрасывает оставшиеся войска на борьбу с ними. Казни, пытки, расстрелы. Чтобы справиться с восстанием шиитов на юге, Саддам приказывает выстроить дамбы и осушить легендарные болота вокруг Басры. Болота превращаются в соляные пустыни. Восстание удалось подавить, но никуда не делись последствия войны в Кувейте, санкции и необходимость выплачивать репарации. Нефтяной экспорт заблокирован. Ирак превращается из процветающей страны в нищую. В большей части страны из-за нехватки средств перестали обслуживаться и ремонтироваться канализация и водопровод. Они приходят в негодность. Там, где водопровод еще сохранился, перестает работать система дезинфекции и водоснабжения из-за запрета на ввоз хлора, который может использоваться в производстве боевого отравляющего газа иприта. Детская смертность за 10 лет возрастает вдвое. Система здравоохранения приходит в упадок, наступают голод и разруха. Ирак покидают 4 миллиона из 24 миллионов жителей. В 1995 году ООН принимает программу «Нефть в обмен на продовольствие». Она, что очевидно из названия, позволяет Ираку обменивать нефть на гуманитарную помощь и лекарства. Но многие из лекарств оказываются просроченными. Вокруг программы разгораются коррупционные скандалы. В них оказываются замешаны не только иракские чиновники, но и функционеры ООН. Позже расследование США покажет, программа помогла Саддаму Хусейну незаконно получить более 10 миллиардов долларов, больше половины того, что он задолжал Кувейту, из-за чего, собственно, и началась война. Сошки помельче брали откаты. Например, работавший в закупочной службе программы россиянин Александр Яковлев получил около $1 миллиона взяток. Он признает вину, но будет выпущен американским судом на свободу под залог в $400 тысяч. Деннис Холлидей, координатор гуманитарной программы ООН в Ираке, ушел в отставку, назвав санкции геноцидом. Его преемник, немецкий дипломат, правозащитник Ханс фон Шпонек, публично заявил, что санкции приводят к подлинной человеческой трагедии. Но стоит помнить, что санкции не возникли из ниоткуда. Они были понятным следствием агрессивной внешней политики Саддама Хусейна, его попыток перекроить под себя соседей. При этом он продолжает вести себя так, будто он любимец нации и Аллах. В те годы, когда иракцы умирают от голода и дизентерии, Саддам в течение 3 лет сдает кровь, чтобы каллиграфы написали ею текст священного Корана. Да, отныне Саддам вовсе не противник религиозного фундаментализма. Теперь ему это невыгодно. Бывший социалист Саддам Хусейн возрождает нормы шариата и насаждает патриархальные ценности. На референдуме 95-го Саддама переизбирают на 7 лет. Он получает голоса 99,96% иракцев. В следующем референдуме в 2002 году он набирает 100% голосов. Оба раза Саддам единственный кандидат в списке. Избиратели спрашивают, хотите ли вы, чтобы Саддам был переизбран, и дают 2 варианта ответа – да или нет. А перед выборами члены партии Баас приходят к людям и говорят, у вас есть продовольственные карточки? Они будут и дальше, но только если проголосуете правильно. К тому же на бюллетенях для голосования каждый должен писать имена родственник. Иракцы понимают, что это значит. В 1998 году Билл Клинтон подписал акт освобождения Ирака, по которому США взяли на себя обязанность способствовать свержению Саддама Хусейна. Например, Штаты финансировали оппозицию в изгнании. Однако Джордж Буш-младший, ставший президентом США в 2001 году, посчитал, что этого недостаточно. В Вашингтоне в то время возникла целая теория. Мол, Ирак можно принудительно демократизировать. Вторгнуться туда и удалить из диктаторской системы ее главное звено – самого диктатора. И тогда жизнь в стране наладится сама собой. Будет устранено, как считалось, главное препятствие для развития гражданского общества. Продвигали эту теорию значимые американские интеллектуалы и политики, среди которых была и тогдашняя секретарь Буша-младшего по национальной безопасности Кондолиза Райс. Однако демократизация чужой страны как единственная официальная причина вторжения это выглядело не очень. Поэтому американские власти придумали еще 2 причины.
первой из них иракский диктатор якобы поддерживал терроризм. Были предположения, что Ирак причастен к терактам 11 сентября, хотя доказательств этому не было. И не найдется в будущем. Вторая причина тоже не имела ничего общего с реальностью. Дескать, у Ирака было биологическое оружие. Чтобы доказать это, госсекретарь США Колин Пауэлл во время доклада в Совбезе ООН трясет пробиркой с каким-то порошком. Так он якобы демонстрирует, как мало бактерий сибирской язвы нужно, чтобы устроить большие неприятности. Iraq declared 8,500 liters of anthrax, but UNSCOM estimates that Saddam Hussein could have produced 25,000 liters. Позже Пауэлл будет утверждать, что разведка его обманула, что он и в самом деле думал, что у Хусейна есть биологическое оружие. 18 марта 2003 года Джордж Буш-младший выставляет Саддаму Хусейну ультиматум. All the decades of deceit and cruelty have now reached an end. Saddam Hussein and his sons must leave Iraq within 48 hours. Their refusal to do so will result in military conflict, commenced at a time of our choosing. Саддам отказывается. Утром 20 марта операция «Шок и трепет» началась. После месяца бомбардировок войска США и Великобритании стремительно взяли Багдад. Иракская армия фактически разбежалась. Самоотверженно защищать диктатора никто не стал. Саддам Хусейн исчез. Он скрывается где-то в Ираке. Ходят слухи, что Саддам тайно запрашивает убежище у своих друзей, включая даже Александра Лукашенко. Но бежать ему не удалось. Через полгода, в декабре, мир увидел великого иракского диктатора побежденным и поверженным. Саддам провел в тюрьме 3 года. Суд предъявил ему 14 обвинений, но для смертного приговора хватило и одного – убийства 148 человек в шиитской деревне Эд-Дуджейль в 1982 году. 30 декабря 2006 года Саддама Хусейна казнили через повешение. Человек, который десятки лет убеждал сограждан, что он и есть Ирак, что он и есть государство, его главный смысл и наполнение, успел увидеть, что после нападения на страну никто не захотел жертвовать ради него жизнью. А новая власть, которую поставили иностранные интервенты, без колебаний выписала ему смертный приговор. Иракцы не защитили Саддама и сами активно участвовали в сносе памятников ему. В массе своей они или радовались избавлению от диктатора, или просто не очень возражали. Но вскоре выяснилось, что американцы не понимали то государство, в которое вторглись. США, не зная местной специфики, желая натянуть опыт западных гражданских обществ на восточную родоплеменную страну, затеяли дебаасизацию Ирака. Это калька с тех люстраций, которые проходили в некоторых европейских странах после свержения диктаторских режимов. Когда члены некогда правящей партии увольняются с государственной службы и с другой службы. Однако в партии Баас состояли едва ли не все офицеры-сунниты, проходившие службу в армии, полиции и спецслужбах Ирака. США не перекупили их, а просто погнали с должностей. Некоторых даже на время посадили в тюрьму. Огромное количество профессиональных и хорошо подготовленных силовиков оказались без средств к существованию, зато с весомым поводом для обиды. Новую работу и новый смысл жизни им предложила суннитская террористическая организация Аль-Каида. Так внутри Аль-Каиды оказались специалисты по военному делу, разведке и пропаганде. Они развернули партизанскую войну против американцев, устроили кровавый террор на улицах иракских городов. Затем профессиональное ядро бывших саддамовских офицеров отделилось от Аль-Каиды. Так появилась террористическая организация ИГИЛ – Исламское государство Ирака и Леванта. Самая могущественная из когда-либо существовавших группировок радикальных исламистов. Началась новая война. Игиловцы захватили огромные территории в Ираке. Власть же иракского правительства была неустойчивой и держалась во многом за счет помощи США. И с ИГИЛом пришлось бороться тоже американцам.
Одно только сражение за иракский Мосул в 16-17 годах шло больше года и унесло от нескольких тысяч до нескольких десятков тысяч жизней мирных иракцев. Идея принудительной демократизации себя не оправдала. Сложно посчитать, сколько граждан Ирака погибли от американского вторжения и его последствий. 130 тысяч, 500 000, миллион. Оценки есть самые разные. Шииты, избранные демократическим путем, начали притеснять и даже убивать суннитов, которые правили страной при Саддаме, что лишний раз подталкивало последних примыкать к Аль-Каиде и к исламскому государству. Многие иракцы пострадали от военных преступлений военнослужащих армии США. Среди таких преступлений бессмысленные убийства и пытки в тюрьме Абу-Грейб, массовые убийства в Хадите и на площади Нисур в Багдаде, групповое изнасилование и убийство 14-летней Абир Касим Хамза. Ирак до сих пор не может выбраться из разрухи и хаоса. В крупных городах по-прежнему происходят массовые отравления из-за отсутствия чистой питьевой воды, а летом в 50-градусную жару постоянно отключают электричество. Молодежь смотрит на свою страну безо всякого оптимизма. Почти каждый третий житель Ирака в возрасте от 18 до 24 лет хочет уехать из страны. Свержение Саддама иракцы восприняли в лучшем случае равнодушно, а многие с радостью. В 2002-м великий диктатор нарисовал себе на референдуме 100% голосов. Всего год спустя он почти никого не смог убедить за себя воевать. Однако спустя годы миллионы жителей Ирака стали ностальгировать по саддамовским временам. И понятно почему. Вы же знаете главный аргумент, который приводят в защиту диктатур. Мол, диктаторов сменяют бандиты и экстремисты. При Хусейне в Ираке была жутковатая диктатура, но был типа вместе с тем и порядок. Да, государство могло кого угодно посадить, убить, запытать. Но, во-первых, помимо этого, оно еще и лечило, учило, и дороги строило, и воров и убийц наказывало. А во-вторых, расправы в саддамовском Ираке могли чинить только государственные служащие. Только государство. Если ты живешь тихо, работаешь себе в банке, воспитываешь детей, режиму ты не интересен. И типа тогда в безопасности можешь жить себе. А теперь защитники диктатур говорят: смотрите, Саддама свергли, по стране рыщут бандиты. Они могут прийти и убить тихого гражданина просто потому, что на его кухне есть холодильник, который можно продать. И что же получается? Государственное насилие сменилось кровавым хаосом? Вот результат ваших этих революций. Так бывает неспроста, а по той причине, что диктаторы выжигают вокруг себя нормальность. Люди, которые в таких государствах пытались мирно протестовать, создавать гражданские структуры, заниматься правозащитой, оказываются либо в тюрьме, либо в могиле, либо за границей. Они просто не выживают в таком режиме. Не работает их политика в допросной комнате. Там хорошо работает гаечный ключ по пальцу. Диктатор выжигает публичных оппонентов, ликвидирует любую дискуссию о политике. В диктатурах преступна базовая потребность человека как социального существа – собраться вместе и что-то сделать. Поговорить о проблемах, придумать решение, возмутиться чем-то возмутительным. Гражданам таких стран внушается противоестественное поведение. Не высовывайся, не болтай, никому не верь. Каждый третий типа провокатор, каждый второй типа стукач. Пожалуешься, себе же сделаешь хуже. А кто выживает в подобном режиме? Кто продолжает борьбу, сохраняет связи и структуру? Те, кто говорит с режимом на его языке. Те, для кого вооружаться и промышлять бандитизмом – это норма жизни. Такие люди готовы ждать, когда режим даст слабину, чтобы в нужный момент явиться и все утопить в крови. Диктатор выжигает вокруг себя все институты, избавляется ото всех людей с репутацией. Не может быть такого, что в диктатуре выжило что-то одно, допустим, суд. Что судебная система осталась независимой, а верховный судья может выйти и сказать: граждане, прекратите резать друг друга, я тут власть. А сейчас я вам свободные выборы организую, и там и решим, кто начальник, а не с помощью кровавой резни. Так не бывает. Не остается людей с репутацией. Бывает наоборот. Все знают, кто этого судью назначил, и помнят, какие приговоры он подписывал. Легитимность в таких режимах идет от диктатора, и как только тот пропадает, легитимность переходит к тому, кто первым схватил автомат. Главный ужас диктатур состоит в том, что пока они существуют, разрушают под собой государство. К моменту их свержения или смерти государства уже нет, есть failed state. Ситуация у нас в России сильно отличается от иракской. В нашем случае нет варианта силового захвата власти оккупационной армии. Перемены пойдут изнутри. Но остальные проблемы это не снимет.
Не существует сил, которые могут сказать: «У меня есть легитимность и репутация, а значит, я тут власть». Зато есть много вооруженных людей, море кланов и групп интересов, для которых вопрос, кто окажется у власти после Путина, станет вопросом жизни и смерти. Мы не прошли такой же длинный путь ненормальности, как Ирак при Саддаме. Поэтому есть шанс, что наши кланы пойдут не резать друг друга, а договариваться с адекватной частью гражданского общества, чтобы получить поддержку. Будут обменивать реформы, должности, допуск к власти на общественное признание. Такой сценарий демократизации мы считаем наиболее вероятным. Тем не менее, надо признать, своими действиями Путин кратно увеличивает вероятность очень плохого развития событий. Будущего, где прав тот, у кого танков больше, и никто ни с кем не разговаривает. До завтра.